Бабах! И налетевшие на твой канал спам-боты отлетают в небытие. Всего пару кликов, и ты, не отвлекаясь от процесса, быстренько банишь все это хозяйство, добавляя слова в спам-лист. И все это можно сделать при помощи нового модуля, который называется нетривиально Massban. Здорово, ты на канале Streamers Magic, меня зовут Sunrise Child, и сегодня мы поговорим о новом модуле. Никакой магии сегодня, только технические вещи. Устанавливается легко и просто. На создание модуля у меня ушло примерно 50 часов реально рабочего времени. И сподвигло на это создание опять-таки меня два человека. Это Шнуми и Игорь ГХК. Они об этом не знают, но вот так получилось. Модуль имеет множество возможностей, об этом чуть попозже. Покажу, как это действует, и расскажу, как устанавливать и где это все дело забрать. Поэтому не будем затягивать, let's go! Для начала, если вы вообще не знаете, что такое стример-бот, а работает этот модуль именно в нем, показываю, как быстро установить. Там особо ничего не надо, не пугайтесь. Все по шагам сейчас быстро, максимально покажу. Заходите на сайт стример-бота и жмете большую кнопку Download Now. Немножечко ждете, когда 25 мегабайт скачается. Открывайте архив и копируйте в какую-то папку. Главное, эту папку потом не удалять. Она будет постоянно нужна. Распаковав, ищите ярлык экзешник streamerbot.exe. Дождавшись запуска, вас встретит девственный стримербот, и нам надо единственное, что сделать, это залогиниться в Twitch аккаунт. Чтобы не потеряться, на главной странице стримербота есть кнопка платформ, туда переходите, жмете на Twitch, жмете в бродкастер аккаунт логин. И если вы залогинены в Twitch, вот можно сразу разрешить, и у нас все подконнектилось. Все, ждете, когда появится ваша иконка, значит, вы на месте. Дальше переходите в Home, переходите в вкладку Actions. Теперь нам надо сделать маленькую вещь. Переходите на мой сайт в раздел продукты, там будет этот модуль. Качайте два файла: StreamerBot Massban и StreamerBot Massban DLL. Браузер может ругаться на скачку DLL, потому что там может быть часть кода интересного, да, там для злоумышленников, поэтому надо разрешить скачать в браузере у некоторых, да, опять-таки блочится. Вот два скачанных файла, один надо положить в корень папку OBS, папку DLLs. Об этом, если что, есть текстовый гайд прямо там на страничке, посмотрите, если не хотите к видео возвращаться. Переходите в папку со стримерботом. Важно, папки DLLs не существует в первой версии стримерботов, старая она создавалась автоматически, в этой почему-то убрали, поэтому надо руками создать папку DLLs. Все, и в эту папку кидайте нашу Massban DLL. Теперь возвращаемся в наш стримербот, нам надо провести импорт самих экшенов. Нажимаете импорт. Перетаскиваете сюда файлик. Если не перетаскивается, открывайте блокнотом. И в блокноте копируйте вот эту всю строчку и туда вставляете в окошко. Будет тот же самый эффект. Теперь нам надо нажать главную кнопку импорт, и у нас согласиться, и у нас появится список экшенов. Вот и все, модуль готов к работе. Дальше буду рассказывать для всех, что какой значит и как работает уже немного на другом стримерботе, где у меня уже все настроено. Буду показывать. Здесь находится 6 экшенов. Первый execute, в него приходят входящие сообщения, здесь уже все настроено, ничего менять не надо. Банворды — это список слов, которые добавлены в бан. История банов — это то, что те, кого вы уже забанили, список ребят или ботов. Команда в чате. Это здесь надо будет добавить команду, какую вы пожелаете. Я тут сознательно добавлять не стал, потому что надо там проваливаться, включать ее, что равносильно ее созданию. Нажимаете правой кнопкой добавить. Core. Commands. Commands триггерит. Создать команду. Create команд. Здесь называйте, например, Massban. Здесь то же самое, сама команда здесь находится. Дальше настройки можно особо никакие не трогать. Единственное, что команда по умолчанию разрешена всем, но скорее всего ты захочешь, чтобы она доступна была только тебе и модераторам. Поэтому стримеру всегда команды доступны, а вот модераторам нет. Поэтому надо добавить allow it, остальным будет не allow it, только модераторам жмешь ок, ок.
И все, и у нас готовая команда Massban, после ввода которой через пробел надо ввести слова или одно слово, по которому будет произведен бан, либо добавлено оно будет в список банвордов. Окно Massban — основное окно, которое будешь вызывать при атаке. Чуть попозже расскажу по функционалу. И основное окно настроек. Здесь, отсюда вызываются окошечки, другие. Здесь можно выбрать язык, русский, английский, можно тему выбрать, можно по твой монитор масштаб подрегулировать. Здесь выбрать действие, которое будет осуществляться по умолчанию, если бот увидит слово, которое находится в списке банвордов. На Твиче именно. Обычно там появляется автомод на Твиче на самом, но здесь уже можно сделать какое-то действие, которое будет происходить. И вообще туда, в админку Твича, по этим банвордам не лезть. Например, выберем тайм-аут, и здесь вот сколько длительность тайм-аут секунд можно выдать за использование. В случае бана будет помечена причина бана прямо на Твиче, и можно будет посмотреть, почему забанено, автоматически, не автоматически, чтобы амнистировать или нет. Под кнопкой «Управлять списком» находится список разрешенных для написания банвордов в чате людей. Вот, здесь можете удалять, добавлять новых и сохранять. Локально будет проверяться, соответствует ли этому списку. Следует оговориться, что в список, белый список, так скажем, добавлены автоматически те, у кого есть роль VIP, те, у кого есть роль подписчик платный, и те, у кого есть роль модератор на канале. Следующая строчка идет небольшая интеграция с моим модулем Group Manager. В нем есть группы, естественно, зрителей, которые можно выбрать здесь одну группу, чтобы она являлась белым списком, либо там составить, чтобы, если что, какую-то еще и действие на это дело назначить. Вот, кто не знает про Group Manager, смотрите видос, идите, качайте, тестируйте тоже. Идем дальше. На каждом элементе здесь подсказки, чтобы вы не забыли, что делает та или иная кнопка, опция и так далее. Здесь эти подсказки можно отключить, чтобы они не надоедали, и включить, собственно, как захотите. Ниже можно посмотреть историю банов. В истории банов написано, за что, какое сообщение было, какое слово было в сообщении, какое действие было применено автоматически или при массовом, да, блокировании, чуть попозже покажу. Потом тип какой, тайм-матч или бан, дата. И если это был тайм-аут от 5 минут, то показывает, когда он истекает. И также здесь же можно обжаловать тех, кто нечаянно полетел, поддался этой провокации, этих ссылок или еще чему-то, и решил пошутить, написал, получил свое наказание за это. Нажав правой кнопкой мыши, можно снять мут или разбан сделать, или сразу добавить еще и в белый список. Вот, как видите, появилась в белом списке. Еще одна кнопочка, которая есть в этом меню, это список фраз. Это фразы непосредственно с Твича. Если вы первый раз запускаете модуль, надо нажать «Синхронизировать с Twitch», чтобы он загрузил все слова, которые у вас там в базе данных есть. Я автоматически не стал делать, чтобы при каждом открытии окна оно лишние запросы на Twitch не делало, поэтому один раз инициализируйте, и все у вас хранится. Ну или вдруг модераторы добавляли у вас там на Твиче какие-то слова, надо обновить и добавлять уже свои можно отсюда. Нажимая кнопку «Сохранить», вы сохраняете их туда на Twitch. То есть там автомат тоже будет проверять эти фразы. Фразу можно редактировать двойным щелчком, либо удалить, либо добавлять новые свои прямо отсюда. То есть вызвали по кнопке или по хоткею меню отдельно. Вот я закрыл все. Вот у нас есть банворды. Вы назначаете здесь кнопку либо хоткей, либо используете деки 2.0 там, да, например, нажимаете у себя на устройстве и нажимаете тест-триггер, вот у вас вылазит окно, сразу можно быстро добавить, никуда не проваливаясь. Показываю, как работает. Вот я добавил на стримдеку два меню. Вот одно основное, вот я нажимаю, и оно исчезает. Появляется и исчезает. То же самое окно Massban
готовая уже к действию, вот нажали и все. А еще ты, наверное, скажешь, ну, что-то там альтабаться надо, из игры впадлу так, что-то там, проще фиг с ним, поставлю follow мод. Что, кстати, делают большинство начинающих стримеров, захожу к ним, не раз видел такие кейсы. И что на вопрос, а почему у тебя follow мод стоит? Ну, потому что, говорит, спамеры надоели. Вот и это сильно понижает желание зрителей нажать follow, чтобы его величество неизвестному стримеру, ноунейму какому-то написать. Не надо, мимо идут, просто пойдут к другому, у кого этот follow мод не выключен. Есть, конечно, большие зажатые стримеры, которые включают follow мод, но вот они делают это сознательно и по определенных причинам. Поэтому, а может, кстати, и поэтому я не спрашивал, ведь они зажаты и не отвечают в чат. Ну и вот, чтобы не табаться, я сделал вот такую штуку. Нажимаешь кнопку, оп, и окошко поверх всего. То есть поверх игры, и не надо ничего никуда табаться. Быстренько, даже если кликать в игру, ничего не происходит. То есть окно как есть, так есть. Тебе, как трудяге-стримеру, скорее всего, очень близка история, когда ты много трудишься, а по итогу выхлопа ничего или отклика никакого нет. Поэтому я прошу не быть такой же жопой, как бывают те люди, которые проходят мимо, поставить лайк. И если вдруг установишь данный модуль себе на компьютер и будешь пользоваться, попросить сделать какой-то репост и рекомендацию коллегам. Ведь, ну, по моему мнению, модуль, по-моему, очень годный и имеет право на жизнь. Также для некоторых хочу напомнить, что я делаю разные штуки для стримеров на заказ и провожу обучение тому, как можно работать в стример-боте, OBS и так далее. То есть приходите, можно, если вас нет в Телеграме, можно писать мне на сайте, я отвечаю быстро, так как уведомления приходят мне моментально на телефон. Так что не стесняйтесь, записывайтесь или узнавайте, что вас интересует, что бы вы хотели, какие мечты свои реализовать. Практически все возможно, так что пишите. Ну и теперь главное, для чего это все создавалось, это для того, чтобы массово банить налетевших спамеров, а то все остальное более вспомогательный характер носит. И, собственно, вот запускаем окошко, оно называется вот так, да, массбан. Здесь надо ввести фразу или слово, чтобы наказать того, кто ее написал. Прямо сразу наказать. Далее выбираем метод наказания. Он запоминается, поэтому ничего страшного. Если тайм-аут, то тайм-аут, если бан, то бан. Здесь делать галочки надо соответственно тому, что вы хотите сделать. То есть пишет сообщение в чат бот о том, что было, сколько забанило и за какую фразу. И сразу включает follower мод, если вдруг там на вас пошла атака. Но неважно в целом включать или не выключать, бот уже стоит на страже. И всех, кто только пишет сразу эту фразу, улетает сразу в бан или в тайм-аут той настройки, которая у вас настроена в основном окне настроек. Сейчас продемонстрирую, как это работает. Вот я, например, со своего аккаунта пишу на свой стримерский аккаунт какие-то сообщения непонятные. Вот, написал. Вызываю, стример видит, что происходит спам, открывает окошко, жмет последние сообщения, видит последние сообщения, нажимает правой кнопкой фраза для бана. Это чтобы сделано, чтобы вы не табались там в чат, не копировали сообщения, что в целом выделяется хреново, и потом надо там удалять что-то там, двоеточие и так далее. Все просто. Скопировали, нажали и запустили процесс. Все. Чат только для фолловеров, юзер забанен. Все, тадам, работаем, проверяем, что в списке в истории банов есть забаненный. Вот. И смотрите, правой кнопкой разбанивать. Снять мут, добавить в whitelist. Все, добавляем whitelist. Пользователь разбанен, а сообщение на чат в чат отправлено. Сейчас покажу какое. А сообщение выходит вот такого характера о том, что сколько спамеров забанило и какая фраза добавлена в спам-фильтр. Ну, вот такой модуль получился. Надеюсь, тебе зашло, и ты побежал или побежала уже устанавливать его себе. И в воодушевлении, что о, как классно будет. Очень буду рад этому. Если есть какой-то фидбэк или поделиться впечатлением, буду рад встретить в телеграм-канале, где мы там с ребятами общаемся. И я там спойлерю работы, над которыми работаю.
И можно заранее узнать, что, например, тот или иной модуль уже вышел на сайте, либо подписаться можно на сайте на новинки, и будет вам уведомление на почту приходить о том, что что-то на сайте появилось нового интересного. Никакого флуда на сайте нет абсолютно, все только по делу, все только информация полезная для стримеров. Так что заходите туда, буду рад везде вам, собственно говоря, как и в комментариях и лайком под видео. А на этом все. Еще раз с вами был Sunrise Child. Счастливо, будьте крутыми стримерами и удивляйте своих зрителей. Пока всем.